Гость сегодня в студии. Сейчас у нас будет вкусная беседа, не побоюсь этого слова. Ведущий фудблогер и медиа-менеджер Макс Брандт со мной в студии находится. Макс, я вас приветствую. Всем фуд-привет, меня зовут Макс Брандт, спасибо, что пригласили, давайте вкусно общаться. Вкусно общаться, но для начала вот удивительно, я уже не думала, что я это скажу, но с Новым годом получается. У нас с Новым годом, китайский конечно. Новый год. Китайский Новый год вчера, да, было на Манежной площади грандиозное, можно сказать, грандиозное открытие Нового года китайского в России. Очень красиво все украшено и вкусно, и интересно. То есть всем советуем сходить. А вот готовятся ли уже наши как-то, значит, рестораны, насколько они привыкли тоже к этому празднику, поскольку ярмарка масштабная в Москве, по крайней мере, она второй год. Ну, то есть все равно довольно новая, свежая, и не все там еще были. Что в прошлом году, что в этом. Соответственно, вот рестораны как-то, они уже готовятся. Может быть, даже которые не азиатские, не специализируются на азиатской кухне, но все-таки вот к этой дате давайте мы там спешл меню, да, специальное меню какое-то подготовим. Да, довольно большое количество ресторанов делают сезонные меню на китайский лад. Но, естественно, это не та китайская кухня, которая есть на родине. Она, естественно, более европеизирована, то есть там менее острые, менее кислые, менее яркие вкусы, но у нас в Москве огромное количество просто китайских ресторанов, которые работают круглый год. Есть и аутентичные. Там даже в некоторых есть специальная плошечка с глутаматом натрия, как любят китайцы, чтобы можно было добавить вкуса сколько угодно. Есть с большими вот этими китайскими чайниками, которые хого, вот кастрюли, большие супы. И есть много ресторанов, где классическая европейская китайская кухня, где есть и свинина, и лотос, и большое количество риса, и утка по-пекински, естественно, и по-гонконгски, да, вот, и в данный момент, на эти вот несколько недель, и в центре ресторана, и на окраинах Москвы будут делать специальные меню, чтобы люди тоже пристрастились к этой кухне. Попробовали, да. Потому что, мне кажется, у нас все равно она жители... очень богатая. Она очень богатая, но, мне кажется, жители Дальнего Востока, вот кто нас, если вдруг там слушает сегодня, они, конечно, с этим лучше знакомы, там на каждом шагу, Хабаровского, Владивостока приезжаешь. Чифаньки вот эти вот, которые уличные стритфуд, да, там и пянсе, и супы, и огромное количество риса, то есть, да, но в Москве тоже огромное количество разных концепций, и китайская кухня тоже представлена активно, то есть некоторым странам там уже по 10-15 лет. А в целом интерес к азиатской кухне среди россиян, он как-то растет в последнее время, потому что мы все говорим про вот это, да, политический разворот на восток, скажем так, а вот гастрономический поворот, он давно случился? Я бы начал с того, что в России растет в целом уровень гастрономии, и так как есть интерес ко всем кухням, то к Паназии тоже очень он обширен. И вот я езжу по разным городам, и, соответственно, везде в топе рекомендаций у моих подписчиков это вот что-то либо японское, либо паназиатское, либо что-то такое вот восточное. В Москве бум на роллы, суши случился где-то в начале 2000-х. Там развивались сети бюджетные где-то с 10-х годов, и премиум-рестораны тоже подключились. Сейчас в каждом районе, там на каждой станции метро можно найти с суши-роллами какие-то островки такие даже, только на вынос. А в центре у больших ресторанных групп, у холдингов, там, конечно, есть и рестораны, которые очень дорогие, премиальные. Я вот однажды попробовал суши, это вот один кусочек риса с начинкой как бы за 25 тысяч рублей. И как оно того стоило? Интересно рассказать? Да. Я просто сразу подумала, думаю, нет, я бы 25 тысяч, не знаю, за один кусочек. Вот, а я сейчас вам расскажу, что туда входит. Рис обычный. Дальше идет 2 кусочка вагю, которые они называют вагю. Это японская мраморная говядина, максимальной мраморности, жирненькая, то есть чуть-чуть опаленная горелкой, это кладется сверху. Это еще не все, это бы стоило там, максимум 10 тысяч, а то 25. Итак, далее идет 3 вида икры. Первая — это базовая черная, осетровая, Тогда все понятно уже сразу. Но, это еще непонятно. Дальше икра морского ежа из Хоккайдо. Это Япония у нас. И третья, очень редкая, белая, но не щучья, как мы привыкли, а икра белуги альбиноса. Ой, это вообще, наверное, это очень редко. Ну и сверху, естественно, трюфель. Трюфель натирается. Вот эта штучка, это мини-порция стоит 25 тысяч. Макс, нас, конечно, некоторые слушатели сейчас, не поймут, как такие это не для деньги всех. можно, это не для всех, да. Этого блюда нет в меню, и только
те, кто постоянные гости, могут подмигнуть шефу, который тут же сделает при вас на шеф-стейбле вот эту вот вещь. Но на самом деле за хорошие ингредиенты, за хорошую рыбу сейчас даже в средней руки японском ресторане берут от 1000 рублей. Ну, кстати, да, роллы, они все равно, роллы, суши, вот если так даже смотреть, цены они выросли колоссально. выросли. Но там, понятное дело, что и рыба, если мы говорим про качественные продукты, они в любом случае стоят, плюс доставка, готовка, ну, и там у кого как. Но при этом, если мы говорим про доставку, то довольно большое количество, крупных сетей, они держат цены за счет охватов, и сейчас роллы очень вкусные, можно заказать там за 590 рублей. Вот мы вчера на китайской чайной церемонии, которую я провожу уже 6 лет сам, мы заказываем всегда роллы какие-то, и, соответственно, Калифорнию запеченную за 590 хорошую порцию можно заказать вообще в Москве смело. Знаете, меня всегда поражало люди, которые, мне кажется, сейчас это уже сошло на нет, но в какой-то момент, когда роллы те же самые только появились, многие пытались их приготовить самостоятельно, причем на наш такой русский лад. Ну, конечно. Я всегда думала, мне кажется, пока ты купишь все, во-первых, эти продукты, товары, да, значит, ты это приготовишь, много времени потратишь, деньги, может быть, даже больше, чем просто купить порцию. Ну и зачем? То есть я всегда была фанатом покупки с одной стороны, но это же досуг, потому что у нас сейчас очень бешеный ритм жизни, и вот собраться так в выходной с друзьями или семьей, вот помните, как в нашем с вами детстве пельмени лепили? Тоже можно было купить, на самом деле, уже тогда в магазинах, но это же процесс. А пирожки? Да. Ой, сейчас есть все захотят. Вкуснее домашних пирожков все-таки, в отличие от роллов и пельменей, пока не придумали. Пока не придумали. То, что мама, бабушки пекут, вареники сразу. Это вообще дело волшебное. Вот. Поэтому, в принципе, раз в сезон там, или раз в полгода можно собрать друзей и сделать роллы. Будет не менее вкусно, но зато будет какое-то и общение, и опыт и все такое. Опыт, да, безусловно, попробовать нужно, если особенно только кто-то как любит готовить. Эксперимент вот раз в полгода-год. Даже 2. Можно 2, да. Если вы не очень любите общаться с друзьями, можно 2. Нет, просто почему? Каждый раз можно готовить что-то новое. Кстати, а тематические вечеринки. Сейчас что-нибудь китайское можно приготовить. Вот что китайское, помимо, рис, мы прекрасно знаем, да, что рис из Китая. Да, хорошо. А что еще? Мы прекрасно знаем свинину в кисло-сладком соусе. Это просто визитная карточка всех китайских ресторанов в Москве точно, и в России, думаю, что 100%. Это утка по-пекински с хрустящей корочкой, которая еще с салатом, с соусом хайсин, с огурчиком. Вот завернуть вот в этот в условный ролл самодельный в руке, да, вот это, конечно, тоже очень... Но это те блюда, которые как раз и дома самим можно людям тоже приготовить. По-пекински она очень капризная. Тяжело. Тут и хорошая утка должна быть, и правильные специи, и соевый соус, и вот это вот все мирин обязательно. Потому что мирин это очень нужен для приготовления китайского и японского вкуса. Это вот соус специальный на основе есть тогда вина. какое-то блюдо, которое вы можете посоветовать? Может быть, оно не чисто китайское, я так это назову, да, более упрощенная схема, но чего-то, что люди могут вот сегодня, нас послушав, и рис с курицей, приготовить. Рис со свининой, на самом деле. Кисло-сладкий соус делается несложно. Свинину тоже можно купить сейчас российскую качественную. Рис, в принципе, тоже выбрать хороший на ваш вкус и, соответственно, сделать это блюдо. И вообще, я думаю, что салатик нарезать какой-нибудь. Можно, кстати, сделать битые огурцы. Это тоже очень, очень знаковое для китайской кухни блюдо. Делается несложно. Там 2-3 часа в этом маринаде они... Должны побыть. Да. Вот побыть должны, и все можно на стол, и как закуска, и как отдельное блюдо, и вообще, на самом деле... Ой, в общем, экспериментируйте, друзья. Да. На самом деле, если читать про азиатскую кухню, я тут нашла небольшую статистику, что по данным некоторых порталов, которые пишут именно про гастрономию, да, там, ресторанный бизнес, сейчас почти 1000 ресторанов азиатской кухни разных абсолютно ценовых категорий, по территории России существует. Наверное, большинство это там, мы будем перечислять, Москва, Питер, и там Дальний Восток, наверное. Не знаю, как в других городах. Я бы даже больше сказал, потому что в Москве насчитывается точек, в принципе, общепита 28 500. И я думаю, что азиатской кухни, если не 10%, то 7% точно, потому что это
очень большой сегмент. Угу. А вот давайте еще поговорим о том, насколько сегодня по-прежнему популярно, потому что, лично я верю в то, что это всегда было популярно, но поскольку у нас сфера блогеров изменилась, да, площадки меняются, какие-то, значит, уходят, какие-то запрещены. У нас вообще фудблогеры по-прежнему пользуются спросом, скажем так, у россиян. Мы ищем там рецепты. Фудблогеры пользуются спросом всегда, так как даже если люди не готовят по рецептам блогеров, то есть огромное количество других направлений. Я, например, не готовлю в своих видео, я делаю обзоры ресторанов и создаю большие фильмы про гастрономию наших городов, поэтому меня смотрят под обед, под еду. То есть мой ролик включают и, собственно, едят свою домашнюю еду под то, как я рассказываю, как мне вкусно в том или ином городе. Вот, поэтому, на самом деле, фудблогеры — это полезно с точки зрения психологии, то есть ты успокаиваешься, не читаешь разные новости. То есть, тот контент, который тебя успокаивает. Да. Человек ест на камеру, ты ешь дома, и все у вас хорошо, ты приятные какие-то. А рецепты? Ищет же. Я, допустим, обожаю искать рецепты, вот именно рецептов тоже очень много, но они перешли в более короткий формат. Если раньше, до появления вертикальных видео, были длинные рецепты, там 10-15 минут, где блогер рассказывает, где он купил те или иные продукты, как он это делает, сейчас к этому пришел. Минуту весь процесс нужно показать. Сейчас не только смотрят эти рецепты, сколько их сохраняют себе, чтобы потом посмотреть и приготовить. Потому что сейчас за минуту можно, на самом деле, все показать быстро, динамично, в описании текст по граммовкам, и, на самом деле, смотреть именно не обязательно. Да, есть фудблогеры, которые делают длинные рецепты, но их смотрят не чтобы это приготовить потом, а чтобы старого друга, к которому ты привык там, за 5-6 лет, который он делает контент, снова его увидеть. Опять же, под еду. Наверное, да. Либо под фильм. То есть, понимаете, я смотрю эти рецепты, начинаю как-то готовить, и, в общем, и параллельно какой-нибудь фильм на точно фудблогеры нужны и важны, особенно если это честные люди, порядочные. Вот. Но я думаю, что больше активность в плане сохранения рецептов, чем реальной готовки по ним. Потому что мы видим статистику по тому, сколько люди себе это... Насохраняли? Да. Угу. В закрома, получается, добавили, но сколько из этого процентов готовят, мы не знаем. Мне кажется, вы можете не посчитать, да, потому что это надо, чтобы тогда блогеры либо отметили, либо еще как-то он увидел эту обратную связь, а далеко, честно, сама признаюсь, не всегда, точно, это популярно, это как видео про лайфхаки, то есть, как правильно складывать футболку? Но больше так делать, я думаю, что нет. Почему? Может быть, кто-то ради интереса. Кто-то ради интереса, да, это очень маленький процент. Макс, вы сказали о том, что вы очень много путешествуете. Я видела, да, по вашим социальным сетям. У меня 2 food-travel проекта в месяц. В месяц. Это много. Это очень много. А вот можно ли тогда, если по-философски подойти к этому вопросу, мы по идее знаем, что такое там русская кухня, да? А с другой стороны, я сама, будучи в Дагестане, будучи в Татарстане, я понимаю, что там есть блюда, которые, каждый день я не ем. Гастротуризм очень сильно развивается, и нужно путешествовать по России 100%, потому что в каждом городе, наверное, свыше 300 тысяч жителей есть что-то самобытное и что-то высокого уровня. А для этого обязательно идти именно в самый дорогой ресторан этого города, если я туда приехала? Нет, на самом деле можно посмотреть мои фильмы и узнать, где дешево. Это понятное дело. Нет, это в любом случае стоит изучить вопрос, прежде чем поехать. Не обязательно, но тут зависит от региона, потому что если мы говорим про Красноярск, там, каждый второй ресторан, который находится в центре города, он достоин вашего посещения, потому что там уровень гастрономии высочайший. Там же находится единственное в России высшее учебное заведение, которое готовит поваров. Все остальные — это среднее учебное заведение, а здесь высшее. И там уровень гастрономии просто колоссальный. Сравниться с Питером, Москвой вообще на раз. А есть ли тогда у нас вообще гастрономическая какая-то столица? Там, не знаю, вечная борьба Москва-Питер идет. Тут, на самом деле, очень опасный разговор. Заходим мы в дебри, но официально застолбила за собой
в документальном виде Казань. Это название. Да, Казань. Гастро-столица России Казань. Они там подали какую-то бумагу, им выдали сертификат, что они гастро-столица. Но с этим, естественно, не согласны Питер, Никто. Москва, Красноярск, Владивосток, Сочи, Краснодар, Ростов и так далее. То есть в каждом этом городе есть что-то очень вкусное, зачем можно и нужно не один раз возвращаться. Ну вот такой еще очень важный момент, учитывая и экономическую ситуацию в нашей стране, не будем лукавить, цены Не везде, будем. да, вот мы про продукты сказали, цены везде Цены растут. и всё четырехзначные в остальное. ресторанах Москвы, почти везде, это печально. А вот насколько, то есть если, опять же, есть такая, да, миф, наверное, больше я это так назову, но все равно, как ни крути, все деньги в больших городах. В том же там, в той же Москве и в Питере. Да. Люди могут активно, естественно, и по барам ходить, и по ресторанам, и по каким-то другим заведениям общепита. А насколько в регионах-то вот этот поход в ресторан стал каким-то еженедельным, ежемесячным? все-таки, да. Не только по поводу, я вот так вот, имею опять в же, виду. я путешествую в разные города в разное время, и если в понедельник, вторник пустовато, даже вечером, то начиная с четверга, а даже иногда с среды, в некоторые хорошие рестораны не попасть без брони вечером. Вот мы в Ростове были недавно. Да, город-миллионник, но, опять же, сейчас довольно сложно туда добраться, и там в топовых ресторанах, не самых дорогих, но просто которые любимы гостями, там нужно бронировать за несколько дней. Вот там с раками рестораны разные, вот именно с местными, и бары тоже, соответственно, они прям битком. То есть тут дефицита у хороших заведений в гостях нет. Поэтому я думаю, что Москва-Питер, естественно, по экономическим причинам в лидерах, но остальные города не сильно уступают, и есть огромное количество людей, которые являются гастроэнтузиастами и ходят по местным ресторанам, раз в неделю точно. Но это еще, как знаете, это же некая культура своего рода. Люди привыкли, допустим, если так разбираться, как было раньше, это тоже и экономика этому способствовала, да, и какое-то положение в обществе, но все равно. Вот ты смотришь американское кино, там люди куда, решили выпить, допустим, да, пойти, они идут в бар. А у нас в большинстве случаев люди могут сказать, зачем идти в бар, переплачивать за этот там алкоголь, я лучше вот дома бутылочку там пива, вина купила, и посижу, да. Такое тоже. То есть у нас вот насколько это осталось, либо все-таки вот эта вот культура хождения по подобным местам сейчас больше у нас развита? Я думаю, что одно другому не мешает, потому что дома, естественно, тоже своя культура питья, но в барах атмосфера высочайшего уровня барной культуры у нас, как и кальянная, кстати, тоже. То есть мы впереди планеты всей по вот этим показателям. И, кстати говоря, тоже в плане еды я также путешествую по разным странам, и могу сказать, что я в Тобольске попробовал круассан вкуснее, чем во Франции. То есть да. Все в Тобольск. На самом деле, никакого Парижа. На самом деле Тобольск топ. Это вот маленький городок на 100 тысяч человек, но там в плане еды тоже очень вкусно, да? Тоже все замечательно. Вот круассан вкуснейший, просто вот с утра хрустящий, с маслицем, с вареницем. Ох, это, конечно, восторг. Надо было поесть перед эфиром, друзья. Обязательно. Сейчас очень тяжело становится. Ладно. В каждом городе, свыше 100 тысяч точно можно найти, 5-10 ресторанов, которые стоит посетить, даже просто поехать на выходные в Тулу, в Тверь и наесться до отвала вкуснейшими специалитетами. Давайте поотвечаем на вопросы наших слушателей. Друзья, у нас есть еще несколько минут, если что, пишите через мобильное приложение «Радио Спутник». Вопрос, кстати, к китайскому Новому году. Яна задает, куда сходить в Москве на чайную церемонию в китайский Новый год. Вот вы говорите, что вы организуете. Да. Частые мероприятия. В целом, я уже 6 лет провожу каждый вторник у меня официальные чайные церемонии. В Москве есть несколько чайных. Их легко можно найти в интернете, если так. В центре. То есть сейчас и чайная культура заново возрождается, потому что она была активна в начале 90-х, когда китайский чай начал к нам поступать. Где-то в конце 90-х она чуть подснизилась в плане активности, и сейчас можно найти хороший чай не очень дорого и выпить с проливами, с посудой правильной. Так что я думаю, что да, если вбить в если есть желание, то можно. Чайная Москва, то, соответственно, будет. Московское чаепитие очень хороший был проект в прошлом году, где многие рестораны подключились и давали гостям попробовать московский чай с местной выпечкой, с местными сладостями. И, в принципе, были отдельные меню под это сделаны.
Вот такой очень простой вопрос, но важный и вечно актуальный. Чем заменить шаурму? А зачем ее заменять? Мне кажется, сделать ее более полезной, если что, сами дома. Это больной вопрос. Во-первых, пропала вкусная шаурма в Москве. Если раньше было несколько точек, которые я знал и советовал, сейчас в них приходишь и просто ужас охватывает, потому что... Все не то? Да. Абсолютно все не то. Соус вместо белого классического чесночного красный какой-то кетчупный. Для сытности добавляют картошку фри, которая там абсолютно не нужна, морковку по-корейски тоже зачем-то, для хруста, видимо. Но на самом деле, если мы разберем шаурму на составляющие, то это довольно полезно. То есть там минимум теста, там есть овощи, там есть курица. Соус, конечно, он довольно калорийный. Но смотря какой сделать дома, если очень хочется. Да, если дома заменить, там, допустим, майонез на сметану, и уже будет полезней. Я думаю, что все-таки нельзя демонизировать никакую пищу, потому что это вредная какая-то, потому что от количества зависит. Если съесть одну шаурму там, раз в недельку также и насладиться, то это будет полезнее, это, знаете, как история чем о том, терпеть. Вот когда ты не худеешь, допустим, да, ты можешь в любое время, все есть, что хочешь. Когда ты сел на диету, даже банан перед сном становится большим врагом. Конечно. То есть все хорошо в меру. Если дефицит калорий есть, и какая-то минимальная физическая активность, все будет хорошо, и нет смысла думать там, ой, а вот это вредно, это там полезно. Евгений задает вопрос, где самые вкусные роллы, но мы в Москве, да, но мы не будем тут рекламировать никакие сетки, и у нас буквально 40 секунд. Макс, можно вот такой вопрос, философский. Какое у вас отношение к тому, что чревоугодие считается грехом? Пускай я буду грешен, но чревоугодие это может быть самый безобидный грех. Самый безобидный грех, и если он у вас есть, ничего страшного. Спасибо большое за беседу. Макс Брандт был